Так, вне зависимости от того, скипнули вы комикс или вы не смогли, пропустили его, можно скипнуть комикс вот здесь, просто это будет чуть дольше мышкой, там, либо нажатием на Escape, и дальше будет загрузочный экран следующего уровня. Спидран игры построен таким образом, что практически во всех загрузочных экранах вам нужно будет выполнять какие-то действия. Как правило, это либо зажимать кнопку квиксейва, либо спамить shoot dodge плюс кнопка направления. Для того, чтобы не забывать это делать, я себе сделал такой лайфхак, вывел на сплиты название действий, которые нужно выполнять в загрузочном экране. То есть вот у меня, например, написано Part 1, Chapter 1, Save Glitch. И я помню, что мне нужно сделать Save Glitch, когда я вижу загрузочный экран. Здесь мы зажимаем как раз Quick Save. Вот смотрите, мы скипаем вот этот комикс и не отжимаем кнопку Quick Save. В моем случае это боковая кнопка на мыши. То есть вот видите, у нас вот эти вот строчки появились в правом нижнем углу, которые говорят о том, что мы засейвились. Мы засейвились в касцене. Мы сейчас нажимаем F9 и загружаем сейв. И у нас Макс загрузился в поезде. Здесь, в принципе, можно ничего не делать, можно немножко подурачиться. Мы просто ждем окончания касцены. Главное, не кувыркайтесь, потому что кувырки будут замедлять вашу игру. Мы зажимаем сейчас два инпута. Вот когда Макс будет выходить из метро, зажимаем два инпута вперед и влево. И у нас он сразу идет в нужном направлении. Вот смотрите. Видите вот эту белую дверь впереди, в сторону которой бежит Макс? И справа от нее угол. Вот когда Макс поравнялся с этим углом, мы отжимаем кнопку вперед, продолжаем зажимать кнопку влево и делаем два кувырка влево. Вот видите, он у нас забежал в эту комнату, открылась дверь, и нам нужно дальше забежать в дверь, которая находится прямо перед Максом. То есть Макс смотрит в ее сторону, но мы можем как бы неправильно подобрать угол. То есть вообще мышкой не надо двигать во время этого маневра. То есть вот только на клавиатуре управляем Максом. Мой сетап следующий. Я, когда вижу, что Макс забежал в эту комнату, я отжимаю кнопку влево, зажимаю кнопку вперед. И далее несколько раз тапаю на кнопку вправо, для того, чтобы он, идя вперед, приблизился вплотную к правой стене вот этой комнаты, в которой он сейчас находится. Ну, где-то 3-4 раза можно тапнуть кнопку вправо. И после этого я тапаю на кнопку влево. То есть вот раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Видите, у нас появилась касцена, где нам показывают труп. Вот сейчас я засейвлюсь. И смотрите, дальше можно сделать первый Dodge Roll Immortality Glitch. В принципе, это опционально, вы можете этого не делать, но просто будет чуть попроще, потому что это не тратит никакого времени. Итак, вот мы увидели, что нам показали касцену с трупом, и тут на мгновение передают контроль над Максом, который стоит вот здесь. Что я делаю? Я зажимаю кнопку вправо. Когда камера показывает вот такой вот плавный разворот от трупа к Максу, я нажимаю один раз на кувырок с зажатой кнопкой вправо. Сейчас будет фейдаут экрана, и во время фейдаута я один раз нажимаю кувырок вправо. Так, по-моему, не получилось. Давайте еще раз. Вот фейдаут. И вы слышали звук вот этой вот кожанки, которая шелестит. Это означает, что у нас все получилось. Итак, мы разворачиваемся и бежим вот в эту сторону. Здесь можно прыгнуть вот на эту урну, с нее соскользнуть, можно оббежать, в принципе, пофигу. Бежим наверх, убиваем вот этого врага, лутаем с него дигл, переключаемся на высокий FPS. Попасть по нам не могут, потому что мы в Dodge Roll гличе. На высоком FPS быстрее скользим по лестницам, бежим вот сюда. Игнорируем врага. Дальше. Вот этого врага убиваем. Желательно, конечно, убить его одним хедшотом. Если это не получилось, то убиваем двумя выстрелами. Автоприцеливание нам в этом поможет. И сразу после убийства я переключаюсь на высокий FPS. Ой, на 100 FPS, для того, чтобы залутать дробовик с него. Ну, не получилось залутать дробовик, в принципе, это не страшно. Потому что следующего врага мы можем убить также хедшотом с дигла.
Давайте еще раз попробуем. Просто с дробовика он проще убивается, следующий враг. Мы заходим вот в эту дверь и убиваем его выстрелом с дигла. Значит, смотрите, для того, чтобы дальше прошел прогресс по сюжету, мы должны обязательно убить врага вот первого, который был сразу после лестницы, и второго, который вот был в этой комнате, в которой сидит синий чувак. После того, как мы его убили, мы заходим в эту комнату обязательно и берем дробовик. Давайте еще раз сделаем. Вот в этот раз дробовик подобрал. Довольно удобно. С небольшой задержкой после выстрела нажимаем на кнопку взаимодействия, чтобы скипнуть хилкам, и бежим назад. Убиваем вот этого врага и вот этого. Здесь еще может вот этот вот враг быть, который убежал сейчас. Это, в принципе, не важно. Но вот обычно вот эти 3 врага, они всегда подбегают. Желательно убить 2 из них. Ну, вот этих вот, которые в коричневом. Там еще остался позади синий, который убежал. Почему желательно убить 2? Потому что если вы убьете 3, которые выбегают, то у вас будет киллкам, вам придется его скипать, это небольшой таймлуз. И убиваем также вот этого дополнительного, который остался, который никуда не идет. Подбираем с него тоже дробовик. Значит, смотрите, сейчас чувак подойдет, ну я засейвлюсь. Когда он подходит вот к этой приборной панели красной, мы зажимаем Quick Save. И потом сразу Quick Load. То есть вот так вот это должно выглядеть. Мы засейвились в катсцене. Бежим вот в открывающиеся двери, убиваем вот этого врага. Потом нужно сразу нацелиться на ведро, которое там стоит. По вертикали. То есть вот я нацелился на место, где ведро стоит, ну чуть выше ведра. И при этом я зажимаю кнопку влево и вперед. Значит, вот нам показывают сейчас вот эту катсцену, где чел стоит возле двери. Смотрите, блин, надо даже в Paint, наверное, показать. Великая программа. Значит, вот есть вот этот угол, да, так, вот этот вот угол с перилами. И есть вот начало двери. Вот когда край камеры, вот этот вот самый край камеры, покажет нам область между вот этими вот 2 точками, ну где-то вот здесь вот край камеры будет, я отжимаю кнопку влево и при этом продолжаю держать кнопку вправо, для того, чтобы Макс в катсцене у меня забежал в дверь. Вот так вот. В принципе, здесь можно также сделать кувырок в этой катсцене. Это, ну, чуть быстрее, потому что кувырок в катсцене он будет быстрее, потому что в катсцене встроенное замедление. Но, вообще говоря, это не обязательно. Довольно сложно просто потому, что вы не видите, куда Макс бежит. Дальше мы входим вот в эти двери и сразу на диагональном стрейфе бежим вперед и вправо. Здесь 3 врага, вот смотрите. Левый, посередине и правый. Мы убиваем либо левого, либо посередине. Лучше, наверное, убить того, который посередине. Мне кажется, это стабильнее. Просто скип в дальнейшем мы попробуем сделать с тем врагом, который останется в живых. И убиваем вот этого. Нажимаем на кнопку. Прыгаем. Переключаемся на высокий FPS. Значит, нам нужно, чтобы вот враг, которого мы оставили в живых, выбежал за нами. В принципе, это все опционально. Вы можете этого не делать, если вы не претендуете там на мировой рекорд. Эта строта, которую я сейчас буду показывать, она сейвит, ну, где-то, может, 2 секунды. То есть это, в принципе, не важно. Вот он за нами выбежал, да? Давайте я даже с самого начала покажу. Просто из-за того, что паузу прожимаешь, меняется искусственный интеллект врагов, поэтому немножко сложно сделать гайд. Так, бежим на диагональном стрейфе к приборной панели. И вот смотрите, я добежал до приборной панели, отжал все кнопки направления, то есть движения, и у меня Макс встал. И вот видите, можно отследить по стволу дробовика. Он немножко как будто укорачивается, когда Макс встает в стойку, ну просто вот в стойку в свою обычную, в которой он стоит, после движения.
Обычно этого времени достаточно, чтобы враг выбежал и подбежал на необходимое расстояние. Вот ствол укоротился, мы нажимаем на приборную панель и бежим в сторону поезда. Так. Вообще желательно, чтобы враг выстрелил в нас. Это будет означать, что он за нами бежит. Вот он выстрелил. На высоком FPS скользим вниз. Вот он по нам стреляет. Это хорошо. Можно прыгнуть вот сюда. И прыгаем, срезаем угол немножко. Дальше. Вот этот Save Glitch. То есть мы зажимаем кнопку Quick Save. Желательно делать это на мыши. То есть на кнопке мыши мы зажимаем Quick Save и нажимаем один раз на Use, на взаимодействие. Бежим обратно к этому врагу. Сейчас будет замедление очень жесткое. Давайте я даже включу его. Нам нужно убить этого врага, когда замедление уже вступило, так сказать, в полную силу. И после этого скипнуть киллкам. Но сделать это нужно не слишком быстро, иначе часть замедления останется. То есть вот следите за множителем time 1.00 сейчас. Все. То есть вот скипом киллкама мы возвращаем себе время 1. То есть множитель замедления 1. Это убирает slow motion. В принципе, я говорю, вот все это опционально, вы можете этого не делать. Это сейвит совсем немного. Допустим, вот у вас враг не выбежал, потому что он часто и очень не выбегает. Что мы делаем? Мы встаем перед поездом и ждем катсцену. Если вы убили врага, то тоже бежим под поезд. Когда нам показывают вот этот вот, видите, вот этот ракурс камеры, где Макс приземляется на пути, мы зажимаем кнопку вперед. Тем самым мы как бы бежим в сторону поезда. Вот, видите, у нас получилось сделать первый Deadman Walking Glitch. У нас хп полностью красный. Мы не можем сейвиться, и враги по нам не стреляют. Мы бежим на диагональном стрейфе вот сюда. Обычно эти засранцы сидят где-то вот здесь, и их приходится как-то вот так вот опрыгивать мимо баллонов. Вот здесь находится окончание уровня. И для того, чтобы нам немножко засейвить время, можно сделать суперджамп с пистолета на дробовик. И мы заходим вот в эту дверь. В загрузочном экране мы спамим кнопку Shoot Dodge и кнопку вперед.